В Британии есть правило, которое нигде не записано, его не изучают в школах, о нем не рассказывают приезжим. Но если вы вдруг по незнанию его нарушите, то, пожалуй, никто не закричит. Никто не схватит вас за рукав. Но воздух изменится. На вас посмотрят очень вежливо, очень тихо. И вы сразу почувствуете, что сделали что-то не так. Это правило связано с самой обычной вещью на свете – очередью. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина. Вы на канале «Англия в деталях». И сегодня мы поговорим об одной из самых знаменитых британских привычек – о любви к очередям. Да, звучит немного смешно. Ну, что тут обсуждать? Люди везде стоят в очередях. В магазине, на почте, в аэропорту. Но в Британии очередь – это не просто дождаться своей чашки чая или автобуса. Это маленький общественный договор. Своеобразная проверка на воспитание. И если вам интересна Англия не по открыткам, а через такие живые детали и прогулки по британской повседневности, подписывайтесь на канал. Здесь мы как раз разбираем вещи, которые поначалу кажутся мелочами. А потом вдруг оказывается, что за ними стоит целая культура. Итак, почему британцы так любят стоять в очередях? И действительно ли они любят? Или просто знают, что без очереди мир моментально скатится в хаос? Начнем с главного. Британская очередь – это не про ожидания. Это про порядок. Для человека со стороны очередь – это техническая вещь. Есть много людей, один вход, одна касса, один автобус. Значит, надо как-то распределить, кто будет первым. Но в Британии очередь давно уже стала чем-то особенным. Она отвечает на очень важный вопрос. Как незнакомые люди могут мирно существовать рядом, если всем нужно одно и то же? И британский ответ звучит примерно так. Спокойно, по очереди, без лишнего шума, с уважением к тому, кто пришел раньше. В этой логике есть почти философская красота. Ты пришел позже, значит, ты ждешь. Не потому, что тебя кто-то заставил, не потому, что стоит полицейский или есть турникет, а потому, что так правильно. И вот это так правильно в Британии очень сильно. Очередь здесь работает не только как линия людей, а как моральная система. Она говорит, да, мы все разные, но сейчас мы все равны. Перед фургончиком с мороженым, перед туалетом в театре, герцог, студент, пенсионер, айтишник, сосед с собакой. Все становятся просто людьми, которые ждут своего хода. Конечно, не надо идеализировать. Британцы тоже раздражаются, торопятся, ворчат, пытаются проскочить. Но важен не идеальный порядок, а реакция общества на его нарушение. В Британии человек, который лезет без очереди, совершает не просто бытовую грубость. Он будто говорит: «Мое время важнее вашего». А это уже почти социальное преступление. Интересно, что само английское слово queue – очередь – пришло из французского языка и в буквальном смысле связано с хвостом. И это очень удачный образ. Очередь действительно похожа на живое существо. У нее есть голова, хвост, внутренний порядок и слабые места. Если кто-то влезет сбоку, все тело очереди нервно вздрагивает. Но почему именно Британия так прославилась любовью к очередям? Точного ответа, конечно, нет. Но многие историки и социологи отмечают, что в Британии очередь постепенно стала символом справедливости. В разных культурах очередь может быть более гибкой, более шумной, более хаотичной. Где-то работает принцип «кто активнее, тот и прав», где-то нужно громко обозначить себя, где-то очередь – это не линия, а просто облако людей возле нужного окна. И если вы выросли в такой системе, то британская очередь поначалу кажется вам почти театром. Все стоят слишком спокойно, все слишком доверяют тому, что их место не исчезнет. В Британии это доверие очень важно. В этом смысле очередь как маленькая модель общества. Если все соблюдают правила, всем становится легче. Если один человек решает, что правило не для него,
все остальные чувствуют себя обманутыми. Особенно сильно британская культура очереди укрепилась в 20 веке. 2 мировые войны, нехватка продуктов, карточная система и распределение товаров превратили ожидания частью повседневной жизни. В военные и послевоенные годы люди стояли за едой, одеждой и бытовыми вещами. Когда товаров мало, очень важно, чтобы никто не получил больше только потому, что сильнее толкался или громче требовал. Очередь становилась защитой обычного человека. Она словно говорила: да, всем трудно, но хотя бы очередь будет честной. Не обязательно быть довольным. Можно стоять под дождем, мерзнуть, тихо ненавидеть ситуацию, но при этом не лезть вперед. При этом британская очередь не всегда идеальная прямая линия. Например, на автобусной остановке. Люди могут не строго стоять друг за другом. Кто-то стоит у расписания, кто-то у стены, кто-то чуть поодаль. Но когда подъезжает автобус, все знают, кто первый. И если вы только что подошли и уверенно встали у двери, то вы можете стать случайно тем самым человеком, который нарушил порядок Вселенной. В маленьких местах это особенно заметно. В деревенской пекарне, в аптеке, на почте, в чарити-шоп. Люди не стоят как солдаты, но очередь существует в головах. Вы заходите и как бы сканируете пространство. Кто уже ждет? Кто просто выбирает открытку? Кто уже обслуживается? Кто следующий? И очень полезная фраза в этой ситуации: «Вы в очереди?» или «Это очередь?» Эти вопросы спасают от множества неловкостей, потому что британцы ценят не только правила, но и вашу попытку правила понять. Если вы спросили, вы уже почти свой. Вы признали существование невидимого порядка. Есть еще одна тонкость. Британцы часто не любят открытый конфликт. Поэтому если кто-то влез без очереди, реакция может быть не такой, как вы ожидаете. В некоторых странах человеку сразу скажут: «Эй, ты куда?». В Англии все может быть гораздо тоньше. Сначала будет молчание, потом взгляд, а потом кто-то произнесет спокойным голосом: «Извините, мне кажется, здесь очередь». Обратите внимание на формулировку. Не «вы хам», не «уберите свою тележку», не «мы тут все стоим, между прочим», а мягкое, почти воздушное. Кажется, здесь очередь. Но в переводе на культурный язык это означает: вы сейчас стоите на краю моральной пропасти. Сделайте шаг назад, пока не поздно. И это прекрасно. Очередь связана с британским понятием fair play – честной игры. Это слово часто ассоциируется с спортом, но оно гораздо шире. Не жульничай, не пользуйся слабостью другого, не ломай правила, если на них все согласились. Особенно интересно, что очередь временно как бы отменяет статус. В обычной жизни деньги, возраст, профессия, уверенность в себе могут многое менять. Но в очереди действует другое право. Право, пришедшего раньше. Вы можете быть очень важным человеком. Но если перед вами 10 человек за кофе, то, пожалуйста, становитесь 11-м. Конечно, в реальности есть исключения. Люди с маленькими детьми, пожилые, люди с инвалидностью, экстренные ситуации. Британцы могут быть очень внимательными к таким случаям. Но именно потому, что обычное правило существует, исключение выглядит как акт доброй воли, а не как хаос. Иногда очередь становится вообще национальным спектаклем. Самый яркий пример последних лет – знаменитая очередь к гробу королевы Елизаветы II в 2022 году. Люди стояли часами, чтобы пройти мимо Вестминстер-холла и проститься с королевой. Эта очередь сама по себе стала событием. Ее называли просто «очередь с большой буквы». У нее были карты, трансляция, волонтеры и правила. Люди обсуждали не только церемонию прощания, но и сам факт стояния. Сколько часов, какая атмосфера, кто стоял рядом и как все выдержали. Для внешнего наблюдателя это могло показаться странным.
Но для Британии это было очень символично. Национальная скорбь выразилась не только в цветах и речах, но и в длинной, терпеливой, упорядоченной очереди. Люди как бы говорили: мы пришли, мы дождемся, мы сделаем это правильно. И это очень британский способ проявить чувства. Не обязательно громко, не обязательно драматично. Можно просто стоять. Долго, молча, вместе с другими. Но есть и более веселые примеры. Например, очередь на Уимблдон. Люди приходят заранее, получают специальные карточки и ждут возможности купить билет в день игры. Это не просто ожидание матча. Это часть опыта. Термос, плед, разговоры, терпение и предвкушение. Но давайте честно. Любят ли британцы очередь на самом деле? Мне кажется, правильный ответ такой. Они не любят ждать. Никто не любит ждать. Британцам нравится не ожидание само по себе, а ощущение порядка и справедливости. Есть еще один забавный момент. В Британии очередь может появиться мгновенно. Иногда для нее достаточно одного человека. Если вы подходите к двери магазина за минуту до открытия, а там кто-то уже ждет, он считается первым в очереди. Поэтому лучше не становиться перед ним, а просто спросить: вы ждете открытия? И занять место следом. Иногда возникают и небольшие моральные моменты. Например, когда в магазине открывается новая касса. Кто имеет право перейти первым? Тот, кто ближе, или тот, кто пошустрее? Обычно кассир сам снимает этот вопрос, приглашая следующего. Не самого быстрого, не самого наглого, а именно следующего. А теперь давайте посмотрим на очередь с другой стороны. Почему многим приезжим британские очереди кажутся такими необычными? Думаю, дело не только в самой очереди. Дело в том, как люди ведут себя во время ожидания. Они тоже могут быть недовольны, устать или спешить. Но почти никогда не начинают громко возмущаться, обвинять водителя, кассира или кого-то еще. В Британии не принято превращать ожидания в спектакль раздражения. Британская очередь – это маленький урок доверия. Когда я становлюсь в очередь, я доверяю людям передо мной, что они не будут бесконечно задерживать процесс без необходимости. Я доверяю людям за мной, что они не полезут вперед. Я доверяю продавцу или водителю, что он всех обслужит по порядку. И все доверяют мне, что я не нарушу этот хрупкий договор. Есть старый анекдотический образ. Если два британца окажутся на необитаемом острове, то сначала они организуют очередь. Это, конечно, шутка. Но шутка работает потому, что в ней есть узнаваемая правда. Очередь для британца – это способ сделать мир менее неопределенным. А неопределенность люди не любят. Особенно в стране, где погода может за один день пройти путь от солнца до дождя, ветра, снова солнца и снова дождя. Уж если погоду нельзя упорядочить, то хотя бы очередь можно. Мне очень нравится мысль, что очередь – это такая британская форма оптимизма. Она говорит: да, сейчас нужно подождать, но рано или поздно дойдет и до вас. Ваше терпение имеет смысл. Первый не должен слишком медлить, последние не унывать, средние не должны хитрить. Новый человек должен найти хвост. Мир не идеален, но его можно немного упорядочить. Наверное, многие, кто переехал в Англию, проходили через это. Сначала замечаешь странные местные привычки. Потом перестаешь их замечать. А однажды ловишь себя на том, что сам стоишь в очереди совершенно по-британски.